Сознание человека – инструмент, настроенный на восприятие многомерной симфонии мироздания, где Бог проявляется не как антропоморфный образ, а как фундаментальная чистота, пронизывающая ткань бытия. На протяжении эпох истину маскировали догмами, искусственно ограничивая доступ к кодам, способным трансформировать материю через резонанс. Современная цивилизация, погруженная в цифровой хаос, стала полем битвы частот. Низковибрационные паттерны страха, болезней и разделения удерживают человечество в состоянии управляемой дисгармонии. Древние архитекторы реальности, от зодчих Гизы до астрономов Теотиуакана, возводили не просто сооружения, а квантовые резонаторы. Египетские саркофаги из розового гранита, нагреваясь под солнцем, излучали 12 Гц, частоту, запускающую регенерацию клеток и активацию эпифиза. Ступени пирамид Майя, резонируя с падающими каплями дождя, генерировали 528 Гц, тон творения, способный восстанавливать поврежденные цепочки ДНК. Эти технологии не утрачены, они зашифрованы в сакральной геометрии, ожидая момента, когда коллективное сознание достигнет нужной амплитуды. Современный человек, подобно расстроенному камертону, воспринимает мир через призму искаженных частот. Экраны гаджетов, источники 60 Гц, урбанистический шум и стресс формируют интерференционную решетку, подавляющую естественные ритмы организма. Но даже минимальные коррекции, например, размещение в доме октаэдров, фокусирующих энергетические потоки, или прогулки в лесах, где деревья излучают целебные 7,83 Гц, резонанс Шумана, запускают экспоненциальную трансформацию. Ежедневное повышение личного вибрационного уровня на 1% за год умножает его в 37 раз, следуя принципу квантового сложного процента. Никола Тесла, изучая электромагнитный резонанс, лишь приоткрыл завесу над знанием, которым ведические риши владели за тысячелетия до него. Легенды об Атлантиде, где мегалиты двигали силой коллективного сознания, настроенного на 111 Гц, перестают казаться фантазией. Современные исследования подтверждают, кристаллические решетки кварца в граните способны хранить и передавать информацию через пьезоэлектрический эффект, ту самую магию, которую жрецы использовали для программирования реальности. Стратегия освобождения начинается с аудита частот. Наблюдайте за паттернами мыслей. Каждая из них, как показали опыты Масару Эмота, меняет структуру воды в организме. Также пробуйте экспериментировать с бинауральными ритмами, например, 432 Гц для синхронизации полушарий. Тишина между нотами не пауза, а портал. В ней закодирован закон октав. Поднимая вибрацию, человек не бежит от низких частот, а трансмутирует их, становясь соавтором космической партитуры. Древние использовали звуковые резонансы, мантры и напевы, настроенные на определенные частоты. Не случайно некоторые египетские руины до сих пор усиливают звуки на 432 Гц. Это частота, которую многие считают вибрацией Вселенной из-за ее способности синхронизировать разум, тело и душу с естественными ритмами творения. Самое удивительное то, что эта мудрость доступна каждому. Эксперименты Масару Эмота с водой показали, слова, намерения и звуки меняют ее молекулярную структуру. Слова любви создают гармоничные кристаллы, а ненависти – хаотичные формы. Учитывая, что тело на 70% состоит из воды, представьте, как ежедневные вибрации влияют на нас. Одно слово может стать ядом или лекарством. Но все больше людей понимают. Мы не жертвы реальности, а ее сотворцы через вибрации. Меняя внутренние частоты своим состоянием,
Медитацией, осознанным дыханием, гармоничной музыкой и единением с природой мы трансформируем свою реальность. Это духовная технология, всегда доступная людям. Величайший ключ не в том, что слышат уши и видят глаза, а в том, что вибрирует внутри. Когда тишина сливается с древней мудростью, внутренний мир преобразует внешний. На стыке древнего знания и современных технологий рождается новое направление – частотная терапия. То, что веками считали мистикой, теперь изучают в лабораториях. Тело реагирует на частоты, а их дисбаланс вызывает болезни. Наука математически доказывает, звук, свет и электромагнитные поля вызывают биологические изменения. Исследователи Ельского университета доказали, механические вибрации ускоряют регенерацию костной ткани эффективнее традиционных методов. Было задокументировано, как низкочастотные звуковые импульсы влияют на поведение клеток, включая раковые. Основой подхода стал резонанс. Подобно тому, как хрустальный бокал разбивается от правильной частоты, наши клетки реагируют на вибрации. Каждый тип клеток обладает уникальной резонансной частотой. При ее совпадении с внешним воздействием клетки либо восстанавливаются, либо разрушаются, как в случае онкологии. Доктор Энтони Холланд обнаружил, частоты 100-300 кГц избирательно разрушают мембраны раковых клеток, не затрагивая здоровые. Это открыло путь к терапии без лекарств и радиации, только звуком. Частотная медицина уже применяется в клиниках. Биорезонансные аппараты, ПЭМФ-устройства и звуковые синтезаторы лечат бессонницу, тревогу, хронические боли. Главное преимущество – отсутствие побочных эффектов, ведь тело рассматривается как энергетическое поле, а не биологическая машина. Вибрационная медицина восстанавливает целостный подход. Эмоции, мысли и привычки генерируют частоты, влияющие на здоровье. Например, гнев вибрирует около 150 Гц, а благодарность – свыше 500 Гц. Высокие эмоциональные состояния статистически связаны с укреплением иммунитета. Эта модель не заменяет традиционную медицину, а расширяет ее. Как говорил Макс Планк, вся материя – энергия на определенной частоте. Здоровье перестает быть просто отсутствием болезней. Это синхронизация с изначальной гармонией жизни. Древние практики, шаманские напевы, сакральная геометрия подтверждаются квантовой физикой и нейробиологией. Биотехкомпании создают устройства, измеряющие электромагнитное поле тела, прямое продолжение методов древних целителей. От браслетов, отслеживающих сердечную когерентность, до терапевтических кроватей со звуковым резонансом – все это мост между мудростью прошлого и технологиями будущего. Такой синтез больше, чем научный курьез. Он формирует новую картину мира, где невидимое перестает игнорироваться. Впервые за века наука без предубеждений ведет диалог с мистицизмом. Вместо насмешек над неизмеримым она создает инструменты для изучения того, что раньше познавалось лишь интуитивно. Возьмем биоэлектромагнетизм. Исследования показывают, что наши органы излучают тонкие поля, изменяемые мыслями, эмоциями и звуками. Неудивительно, что клиники уже интегрируют устройство вибрационной модуляции в лечение. Пациент с хронической болью может получить больше облегчения от звуковой ванны на 528 Гц, чем от сильных анальгетиков. Без побочек, только частотная гармонизация. Но это единство прошлого и будущего выходит за рамки медицины. Портативные эго-устройства в реальном времени показывают, как медитация меняет мозговые волны, усиливает нейронные связи, снижает воспаление, пробуждает глубокое спокойствие. Для монахов и мистиков это не ново. Они практиковали подобное тысячелетиями. Технологии не заменяют традиции, а расшифровывают их. Каждый новый сенсор, каждое открытие о человеческих и космических вибрациях подтверждает древние знания.
Вселенная — это гармоничные вибрации. Настраиваясь на них, жизнь обретает ясность, здоровье и цель. Эту синергию видно в дизайне лечебных пространств. Больницы с биофильным дизайном и акустикой, спроектированные для излучения успокаивающих частот. Это отголосок древних храмов, где каждая деталь, от звука до геометрии алтаря, создавалась для исцеления и трансформации. Но главное открытие этого пробуждения в том, что мы сами — вибрационные инструменты, способные настраивать свою частоту, исцелять окружение и резонировать с космической симфонией. Наши эмоции — это не просто состояние, а частоты, формирующие реальность. Как радиоприемники мы постоянно транслируем сигналы во Вселенную. Учение Башара, нефизической сущности, ченнелингуемой Дэрилом Энкером, говорит следующее. Эмоциональные состояния функционируют как частоты. Они определяют качество и тип реальности, которую мы переживаем. Башар выделяет частоту волнения, не искусственный подъем, а подлинный трепет от следования своему пути. Это сигнал высшего «Я», как космический GPS. Формы и цвета генерируют гармонию, повышая вибрационное поле. Все — здоровье, разум, пространство — это частота. Практический вывод в том, что каждое внутреннее состояние формирует реальность. Раздражение на низких вибрациях притягивает соответствующие события. Переключившись на трепетное волнение, высокая вибрация, вы входите в новую временную линию, притягивающую иные возможности. Начните с создания простого наблюдения за эмоциями в течение дня. Каждый час спрашивайте себя, что я сейчас чувствую, поднимает это меня или опускает. Со временем эта привычка выявит повторяющиеся паттерны, и, что более важно, появится шанс их изменить. Другой полезный подход — якорь возбуждения Башара. Идея о том, что даже мимолетные моменты подлинного интереса, например, к кулинарному рецепту или документальному фильму, служат ключами к синхронизации с истинным «Я». Когда что-то искренне волнует вас, даже мелочь, приготовление нового блюда, чтение интересной книги, просмотр увлекательного фильма, следуйте этому чувству. Делайте больше того, что вызывает его. Эти моменты подобны порталам в альтернативные реальности, где вы больше соответствуете своему истинному «Я». Эта методология основана на принципе вибрационного соответствия. Эмоции и мысли формируют частоту, которая притягивает определенные события. Когда человек следует за малейшим волнением, он активирует портал в альтернативную реальность, где его выбор уже привел к желаемым изменениям. Например, увлеченность книгой может запустить цепь событий, трансформирующих карьеру или отношения. Идея якоря перекликается с современными психологическими подходами. Нейробиологи, изучающие механизмы мотивации, подтверждают, деятельность, вызывающая искренний интерес, активирует зоны мозга, ответственные за креативность и долгосрочное планирование. То, что когда-то называли магией или тайной, теперь описывают терминами энергии, частоты и вибрации. Наука все чаще подтверждает то, что древние всегда знали: тело состоит из энергии, разум влияет на материю, а эмоции формируют энергетическое поле вокруг нас. Квантовая физика показывает, нет истинного разделения между наблюдателем и наблюдаемым. Наши намерения, мысли и эмоции, даже самые тонкие, напрямую влияют на физический мир. В новой парадигме технологии и духовность не исключают, а дополняют друг друга. Современные устройства уже могут считывать и корректировать тонкие частоты, открывая возможности для терапии и опытов, сочетающих научную строгость с ощущением сакрального. Ключевой момент также в том, что если все вибрирует,
то все общается. Мы постоянно обмениваемся информацией со Вселенной. Каждая мысль транслирует частоту. Каждое решение активирует возможность. Эксперименты Николы Теслы с вибрациями и частотами действительно содержат глубокий символический подтекст, который часто интерпретируется через призму эзотерики и трансформационных практик. Если вы хотите понять Вселенную, думайте в терминах энергии, частоты и вибрации, говорил Тесла. Эта фраза стала мантрой для движений, связывающих науку и духовность. Его эксперименты даже без мистики показывают, вибрации — это фундаментальный язык материи. Эксперименты Николы Теслы с вибрациями и частотами, выходя за рамки чистой физики, обрели глубокий сакральный смысл в контексте современных эзотерических учений. Центральной метафорой становится его механический осциллятор — устройство, вызывающее резонанс в окружающей среде. Легенда о том, как вибрации прибора едва не разрушили нью-йоркское здание, трактуется как аллегория. Подобно тому, как физические колебания влияют на материю, эмоциональные частоты человека способны трансформировать реальность. Этот принцип перекликается с идеями вибрационной медицины, где гармоничные резонансы рассматриваются как инструмент исцеления. Не менее символичен проект башни Ворденклифф, предназначенный для беспроводной передачи энергии. Эзотерики видят в нем попытку создать глобальную сеть, аналогичную энергетическим лей-линиям древних цивилизаций. Сравнение с мегалитами вроде Стоунхенджа подчеркивает сакральный аспект. Тесла, словно современный жрец, стремился объединить человечество через единое энергополе, где каждый индивидуум становится ячейкой в космическом узоре. Эксперименты с переменным током, заставлявшим лампы светиться в воздухе без проводов, обретают мистическое звучание. Явление интерпретируют как материализацию внутреннего света сознания, аналогию с пробуждением кундалини в йогических практиках. Здесь наука и духовность сливаются. Высокочастотные поля становятся метафорой просветления, где физические законы отражают законы метафизические. Особое внимание уделяется нумерологии Теслы, его одержимости числами 3, 6 и 9. В сакральной геометрии эти цифры формируют основу цветка жизни, универсального паттерна творения. Трехфазный ток, изобретенный ученым, рассматривается не просто как техническое решение, но как код единства тела, души и духа, где каждая фаза символизирует аспект бытия. Даже его гипотеза об эфире переосмысливается в контексте торсионных полей, концепции, связывающей материю с сознанием. Современные мистики видят в работах Теслы доказательства того, что мыслеформы способны влиять на реальность через тонкоэнергетические взаимодействия. Парадокс наследия Теслы в диалектике между рациональным и трансцендентным. Даже если отбросить мистификацию, остается главное — вибрации, будь то колебания атомов или ритмы нейронных импульсов, действительно лежат в основе восприятия реальности.